Молодой такой, типа стрелок. Лех, ты любишь, когда игры играются в отеле или в арене все-таки, чтобы надо ехать? Зачем ему сидеть часами разбирать? Как и в прошлую игру, мы залили 13-1, мы ведем, и 2 ошибки, ну типа они допускаются, потому что мы... Помни про все, что я говорил. Всем привет, друзья, это второй день РМР. Вчера мы сыграли 2 матча, закончили день 1-1, проиграли Бейт, но выиграли УСО. Сегодня играем против команды ITB. Сейчас посмотрим, как ребята вообще пережили эту ночь, что они делают в практике и как подготавливаются к матчу, который будет буквально через несколько часов. Ну, как видите, все еще готовятся. Всю ночь, видимо, тренировались, кликали и до сих пор кликают. Сейчас скоро поедем. У тебя тоже этот бейджик постоянно переворачивается? Почему он у меня постоянно вот так переворачивается? Петр, вот я специально GoPro для тебя взял, знаешь, что ты любишь? Что любишь на GoPro просто снимать, да, на руки, и ты будешь до всего докапываться. До всех стафа, до всего, до пацанов. Так, заработал как в Армении. В Армении вообще отлично работал на GoPro. Ну, если будет охуенное настроение, Никит, то, может быть, поснимаем. Что было? Что, ничего надо сделать? Надо выиграть. Как минимум. Что? И уверен. Вот можешь мне рассказать, человек, который никогда не знает про команду ITB, вообще ничего, первый раз я реально знаю. Ну, в смысле, увидел, что твоя команда есть. Что это за типы? Ну, там игроки, Равен, Крушел, которые, наверное, раза в 2 дольше, чем я играю. Ну, по опыту, в плане. По времени, точнее. Он-то, может, не выигрывал? Ну да, ну в целом игроки как бы опытные. Они могут удивить, как бы. Он выиграл FPL сезон. Очень, да, много FPL, много команд у них. Ну, короче, если ты их не будешь недооценивать, они тебя могут подъебать, короче. Так что надо быть в фокусе на все. Есть у них Сайфер, он прям хочет уничтожить тебя. Из Valorant. Вот, так что надо быть прям максимально в фокусе. Вот. Ну, кто там еще? Вольт, молодой игрок, примерно, ну, такой же, как я когда-то там, когда начинал, плюс-минус против него играл на одном уровне. Молодой такой, типа, стрелок. Ну, все они меркнут по сравнению с нашей командой, правильно? Ну, сегодня мы это посмотрим, надеюсь, что да. Это мой любимый тренер. Как дела, мой любимый тренер? Достал? Нормально. Поспал? Да. Важный день. Одна игра. Что будем брать, какую карту? Сейчас посмотрим. У меня есть предположение? Ну, не Эншн. Ну, если они захотят сыграть в Эншн. Может, Вертиго возьмем? Вертига не будет. Скорее всего. Ну, есть шанс. Маловероятно. Нет, его нет. Какую карту хочешь добавить в следующую? Крэш, Обратно, да? да? Попросили водителя поставить нам датский рэп. Сейчас послушаем вообще, что как. Дастан, для тебя инстасамочка играет. Да. Нормально. Наш датский водитель, послушай. Я не знаю слова. По вайбе, Карен. Сложнейший механизм. Ну, тебе не в компьютер игрушки играть. Лех, ты любишь, когда игры играются в отеле или в арене все-таки, чтобы надо ехать? Да, без разницы, если честно. В арене лучше. По атмосфере куда-то едешь, типа такого. Ты разряжаешься, да? Да, да. Ты включаешься на это. Добро. Петр? Я все время буду с камеры, Петр. У меня для человека, который постоянно тильтует после проигрышей, начинать новый день после поражения тяжело. Вот тебе как? Да, нормально. One Inferno, One Nation. Нюк. Вертиго.
Анубис. Второй пас для Мираж. Мираж играет. Доволен? Мираж заката. Thank you. Медведя мост. Медведя мост. Всегда одни и те же вопросы, да? На всех трех. Базу отвечаешь. У нас до старта игры буквально осталось полчаса. Мы играем Мираж ЗКТ против ITB. Лёх, ты смотришь, как ITB играли, все видел последний Мираж. Да, Тебе очень нравится Мираж? да, нормально карта. Почему за сцену поговорили? Кажется, что будто пора ее уже на кэш менять. Не сказал бы. По мне сейчас эта карта самая сбалансированная во всем мапуле. С точки зрения сторон, Ну, с точки зрения вообще профессиональной сцены. Типа, дураки не выиграют крутую команду на Мираже, по крайней мере. А условно, не знаю, там, на каком-нибудь Анубисе дураки могут выиграть крутую команду. Потому что карта еще, ну, не такое Дисбалансная, длительное, как это можно не то, назвать. что дисбалансно, а не такое длительное время в мапуле. Поэтому там пока новые ситуации, новые клатчи, новые раунды. И даже самые крутые команды еще много чего не знают про Анубис. словно ты хотел бы, чтобы все карты были такими же сбалансированными, и у тебя, там, не знаю, 5 лет один и тот же мапул был, или все-таки, чтобы хотя бы раз в год какая-то ротация была? Ну, хотелось бы, чтобы были такие карты, условно, как Трейн, Кэш, Кобл, которые до этого были, и между ними там, ну, свапали, не добавляли какую-то кастомную новую карту там из мастерской от Valve, а добавляли, которые уже были, просто все время их перемешивали. Ротация была какая-то? Мгм. Раз в год или даже чаще? Каждый мейджор бы я делал, Может быть, пора просто увеличить или уменьшить количество карт ротации? Фули. если увеличить, то с ума можно сойти. Но при этом увеличить количество банов команды. Нет, я бы не увеличил вообще. Чтобы у тебя, условно, была не только нюк, ты мог банить сразу, инста, еще какую-то другую. Нет, это бы облегчило очень сильно, ну, слабым командам. Ну, ладно. Справедливо, в принципе. Я все жду, когда начать играть. Я тоже жду. У меня 100% винрейт на нике. Что матч с бустером не считается. Нет, Мы там проиграли. Мы там проиграли. Как подготовиться к играм? Вот как считаешь, надо играть на голодный желудок или все-таки на полный? Или чтобы было что-то среднее? Ну, за пару часов кушать. То есть, чтобы ты поел, у тебя не было голода, но в то же самое время не было какого-то насыщения, после которого хотелось Ну да. поспать. 100%. Вы заходите на завтрак? Да. Все плохо Ну, кроме кушают. Жеки, наверное. Жека не ест завтрак. Да. А пацаны едят, я им говорю всегда. Они там не передали и так далее. Еще такой вопрос, может, мы даже это не ставим, но все равно. Вот я заметил, что Жека постоянно на своей волне находится. То есть, когда вы разбираете игры, вы все сидите, а Жека иногда там демо катает, либо аимку играет. И наоборот, когда, соответственно, там что-то обсуждаете, тоже Жеки нет. Почему, типа? Да, да. Он снайпер, ему надо и перформить, и он и капитан. Поэтому Ну, вот если он капитан, зачем ему сидеть часами разбирать детские ошибки? Там он не ошибки. совершает детских ошибок. Он не совершает детские ошибки. Конечно, может звучать, типа, вот команда, типа, все равные. Да, на каком-то уровне равны, но по уровню ошибок и косяков там разные уровни. То есть бывает у Жеки тоже косяки, но их очень мало, и он может все как бы объяснить и так далее. Но он опытный, капитан. А молодые бывают, конечно, с ними надо прям. Прямо сейчас стартует наша игра сегодняшнего дня против команды ITB. Пойдем смотреть. Cypher is up close, and he really has been the man of the match so far, but he gets traded immediately. A little bit of a goosh onto Thomas, and he gets dropped. The rest of them are coming up behind. This could be pretty sick, but I think, and that's all they need. Oh, what a flick as well. Chiron keeps it going. A quad kill for him.
Be a very, very tough retake. James gets shut down. Run just keeps it going. A triple for him, but now Flit, he's got the perfect lineup. There's a 10-second defense. They finally pick up a kit in the meantime, but I don't think they could do it. Flit will shut it down. Nice triple. James, what can he do now? Time is ticking of the essence, and missed the upshot as well, but he's got the information. It's all down now to can James isolate this fight with 10 seconds left. Ladies and gentlemen, it's done. Into the breach, have upset Virtus Pro. What a result for UK Counter-Strike. Проигрываем матч до бридж, почти камбэкнули в атаке, к сожалению, не получилось. Сейчас вернемся в Адель, разберем ошибки, будем готовиться к завтрашнему матчу. Как ты думаешь, вот изменения, которые пошли в команде, изменения, которые получились в команде, и как они влияют вообще на результат сейчас? Ну, мы хотели бороться за титулы с тир-1 командами, а выходит так, что мы даже не можем выйти на эти тир-1 ивенты. Сейчас, на данный момент, вот конкретно в этот день, можно сказать, что замена была ошибочной. Мы не усилились никак, потому что мы потеряли хорошего опорника на Давиде, который там мог жить. И чтобы нынешний наш состав заиграл, нам надо много времени, чтобы Кайрон на этих ролях освоился. То есть сейчас мы потеряли и опорника, и ротейтера. Но... Ну ты веришь, Саня? Ну... Может, он раскроется завтра, Саня? Да, это возможно. Я говорю, на данный момент. Я за всю свою карьеру не проигрывал на мажоре вот такие матчи, где ты, ну как, может было такое, но не 2 раза подряд. Потеряли, наверное, какой-то опыт. То есть эти игры, там, обычно ты, додушиваешь, значит, что за счет опыта. А как мы видим сегодня, это нас додушивают за счет. Как будто вы не приехали просто на первой половине игры, а потом включились в атаке, но в конце что-то... И в конце опять по ошибке. Ну, то есть, как и в прошлую игру, мы залили 13-1, мы ведем, и 2 ошибки, они допускаются, потому что мы... это неопытность. Дали бы сразу соперников, сыграли бы. Без подготовки, без ничего, мы бы больше шансов как будто имеем. Да, как будто сидим, подготавливаемся, потом выходим, много думаем и за счет этого еще хуже играем. Тогда встретимся в отеле. Какие игры нас ждут и что от каждого требуется? Никого не ебет. Как мы выиграем эти 3 матча? Будем играть, боясь въебать, мы ебем. Если будем играть четко, понимая, осознавая, ебать челов, все будет четко. Все будет настолько просто, что вы сами почувствуете это. Последнее дело это унывать и внутренне сдаваться. Мы это неоднократно делали. С разных счетов и в разные ямы попадали. Считанные минуты назад было принято очень важное решение, что Давид заменит Кайрона в команде и прилетит сюда, в Копенгаген, доигрывать последние игры РМР. Очень надеемся, что это поможет нам достичь лучших результатов. Ты во сколько встал? С утра, наверное, да, ставишь? У нас игра, скорее всего, ранее завтра в 11 по местному. Понял? Типа с комфортом, в фокусе, как будто с отеля вышел. Вот такой мой геймс. Как будто ты, типа, уже играл матч. Такой мой геймс. Да, похуй на чемодан. Главное, девайсы не положи туда. Тебя с багажом же взяли ему? По любой. Ты что, выкинешь багаж? Помни про все, что я говорил. Да, скачай. Надеюсь, это счастливый блог с счастливым концом. Документалка, блядь. Я надеюсь, что так будет. Все пофиг, нужно выиграть завтра. Все остальное, все в мире, вообще. Потом еще послезавтра. Да, это послезавтра. Подпишись на канал, или я никогда больше не дропну АВП Джейму. Шучу.